Ну вот, собственно, помните, мы с вами говорили про то, что на углу Мясницкой улицы и Милютинского переулка стояла церковь, да, которая сначала была Евпла, да, архидиакона Евпла. Да. На самом деле, из того, что мне известно, в Москве это единственное посвящение вот, архидиакону Евплу, наверное, да, как это правильно сказать, греческое имя. Вот. И изначально она была деревянной, в конце 15 века была впервые построена, да, как вы помните, в честь заключения мира с Великим Новгородом. Вот. В 17 веке была перестроена в камне, а вот этот вариант, который мы видим, да, это уже середина 18 века. И вот с середины 18 века, собственно, до 1926 года, да, она там была. Вот, но по архитектуре вот, ее относят уже к барочным храмам, хотя здесь нет еще особенно никакой вычурности, лепнины сверху, да, достаточно такая простая форма, но тем не менее вот этот вот объем восьмиугольный, да, вот там, где главный объем храма, да, вот наверху это уже, в общем-то, то, что характерно было для барокко. Ну, это такое вот как бы еще ранняя форма барокко, да. Вот, так что вот она как раз относится к утраченным памятникам Милютинского переулка и Мясницкой улицы. А дальше, собственно, вот он наш католический собор святых Петра и Павла в Милютинском переулке. Вот так он выглядел. Вот вы можете... Это вот гипроуглемаш. Совершенно точно. Это гипроуглемаш. Да. Вот в 1946 году ее перестроили так, что узнать невозможно, добавив еще большое количество советской символики, да. Здесь вот эта арка исчезла. Арка исчезла, да, и вообще исчезла окно-розетка, да, если посмотреть, да. Исчез купол, исчезли вот эти башенки-пинакли. Вообще все, что было свойственно готике, оно все исчезло, да. То есть готика — это устремление вверх, как бы, да, все формы вытянутые, да, они устремляются ввысь. А теперь у нас сохранилась в нынешнем варианте только сама, собственно, форма базилики, да, ну и, может быть, вот эти вот жесткие ребра фасада, да, больше ничего фактически. Вот, да, вот. И надстройка. Надстройка, башенка, вот купол, да, купол тоже исчез, да, так что вот так ее перестроили. Но здесь, смотрите, как интересно, это, кстати, сайт, где можно искать старинные фотографии, вот здесь, видите, внизу pastu.com, это международный сайт, где можно прямо по конкретным улицам и переулкам, и даже по конкретным зданиям найти виды, ну вот, те, которые, pastu.com, pastview, да, pastview.com, да. Угу. Вот. Ну и здесь очень вот здорово можно видеть даже людей, да, которые там что-то собрались, выходят из храма. Экипаж, да. Вот. А сейчас следующий вид будет этого же храма, как раз из нашего Сретенского переулка и даже кусочек нашего здания. Сейчас. Вот, собственно. Вот если вы как раз вот так... Смотрите, да. Потому что этот вид может быть только из Сретенского переулка. Она стоит же сюда. Ну вот это слева, да, кинотеатр. А вот здесь кинотеатр Волк. А вот прямо там стоит этот особняк, который, какой он был. Такой красивый, да. И как он просто организовывал пространство. Да, и посмотрите, мощение улицы, булыжная мостовая, да, вот очень интересно. И вот, собственно, наш дом, да, где мы сейчас находимся. То есть вот такой вид на храм святых Петра и Павла открывался. А? Не, эти булыжники на даче у кого-то видели. Вот. Да, вот такой был замечательный храм. Ну, это, видимо, фотография, не знаю, там, 10-х годов. То, что начало 20 века, да, это точно начало 20 века. Ну, такие фонари, красивые столбы фонари. Уже тогда, в то время, они считались современными. Геометрия красивая.
Фонарей, да. Ну, вообще, Очень важно. передовая по освещению Тверская улица у нас, да, там появляется впервые освещение газовое сначала, очень слабое, а затем уже, это позже уже, да, да. Вот, а это, собственно говоря, про Милютиных, да, военный министр. Помните, мы говорили о том, что, ну, Дмитрий Милютин, он, собственно, родился вот в этом желтеньком доме, да, который в саду в глубине, не тот, который выходит на красную линию, да, вот. И у самого просто Алексея Милютина, у него детей не было, но у него был брат Андрей, и у этого Андрея еще был сын Алексей, да. Вот, и, соответственно, вот у этого Алексея было 5 сыновей, и которым, собственно говоря, вот это вот фабричное владение и остается. Вот, и двое из них, ну, такие достаточно известные деятели эпохи Александра II. Это как раз вот Дмитрий Алексеевич Милютин, военный министр, и он не только министр, он еще участник войн, например, кавказских, да, в войне с Шамилем, собственно говоря, он участвует, да. Вот, причем сначала, по-моему, 30-е, 50-е годы он 2 раза едет на Кавказ, и что он делает? Он изучает походы известных полководцев. Например, у него был труд по исследованиям итальянского похода Суворова. Да? Ну и, конечно же, он проводит саму реформу, пытаясь как-то, во-первых, облегчить, да, службу, улучшить условия для военнослужащих и вводит всеобщую рекрутскую повинность. Да? И есть даже такие упоминания, что купцы были готовы на свои деньги там поставлять что-то в армию, содержать кого-то из инвалидов, но только чтобы не идти самим в армию. Да? Вот, но Милютин вводит вот всеобщую рекрутскую, обязательную, да, всеобщую рекрутскую повинность. Да. Это ужасно. Он сволочь. Столько хороших слов. Ну, его был награжден многими А что орденами. у за орден наверху висит? У него было 2 ордена. Первый орден за отличную службу в 1839 году он получает орден Святого Станислава 3-й степени и орден Святого Владимира 4-й степени с бантом. Это очень высокие награды, да, которые он всегда носил на своем мундире, да, до конца. Да, да, да. Это орден Святого Владимира, да, 4-й степени. Я видел Милютина, но аксельбанты его еще были. А у него есть аксельбант, вот. Ну, они, да, их плохо видно, да. Вот, да. А в должности военного министра он находился в течение 20 лет. Вот, да. Самые тяжелые времена. Ну да. Вот, это что касается Дмитрия Алексеевича, и у него был еще брат Николай Алексеевич, вот он, собственно. Вот. Николай Алексеевич Милютин занимался реформой освобождения крестьян, да, в 1861 году. Он подготавливал, собственно говоря, эту реформу. Вот. Ну, по своим взглядам у него были либеральные славянофильские позиции. Вот. И, собственно говоря, при поддержке великого князя Константина Николаевича, вот он как раз-таки, да, как советник выступал, подготавливал документы вот для этой реформы. И потом еще был статс-секретарем по делам Польши. Занимался вот этим польским царством, как тогда говорили, да, все проблемы, которые возникали тогда вот с поляками, пытался мирно это все регулировать. Вот. И осталась речь, которую произнес Иван Сергеевич Тургенев, когда уже Николай Алексеевич Милютин умирает. Просто хотела тоже прочитать, потому что он как раз рассказывает о нем как о таком интересном деятеле этой эпохи. Вот что на нем говорит. Произносит речь над его могилой о заслугах перед Россией. «Честный кузнец-гражданин», как назвал его Некрасов, неразрывно связывал свое имя с великим делом крестьянской реформы, с началом русского городского и земского самоуправления и с коренным преобразованием всего строя жизни в царстве польском.
В течение 1,5 десятка лет он был головой и душой тесного кружка верных слух освобождения крестьян. Все козни противников благого дела обрушивались преимущественно на его голову. Нужна была железная воля, горячая преданность делу, неподкупная честность его, ясный и живой ум, чтобы выдержать такую борьбу и не пасть под напором враждебных сил. Как человек он привязывал к себе всех близко его знавших своей искренностью и сердечной добротой. Ну вот такое высказывание о нем, да, которое характеризует его, соответственно, как вот, да, человек, который... Милютин, да, Николай Алексеевич Милютин. Вот. У них там было 5 братьев. Борис был юристом, по-моему, там Владимир еще был. Они все были на государственной службе, в общем. Вот. И дальше, собственно, мы переходим... Подождите, мы переходим к нашему зданию сначала, Маяковскому потом. Да. Вот это владение, где мы с вами сейчас находимся, которое занимает достаточно обширную площадь, да. Изначально это тоже было владение вот этой фабрики Милютиных, потом владельцы менялись несколько раз. Вот. Фабрика чем занималась? Фабрика – это производство шелка, лент и тесьмы. Вот я вначале об этом как раз говорила. Одна из первых в России фабрик по производству шелка. Да, Алексей Милютин сам был истопником Петра I, такой достаточно приближенным к нему человеком. Вот. И, ну, я просто говорила, да, в начале экскурсии, что выделяются здесь земли для, собственно, постройки этой фабрики. Вот. И на месте этого владения, собственно говоря, это там постоянно тоже менялись хозяева, но тем не менее вот это общество, Российское общество застрахования капиталов и доходов, оно само появляется в 1835 году, еще в Санкт-Петербурге. Вот. А уже в начале 20 века, вот 1904 год, выкупают здесь земли для строительства этого доходного дома. Да, это был доходный дом. Вот, где, соответственно, что такое доходный дом? Это, соответственно, квартиры сдаются в наем, да, жилые помещения, получается с них доход. До революции, кстати, здесь еще располагались меблированные комнаты Страсбург. Вот я такую информацию нашла. Да. Меблированные комнаты, ну, это гостиница. Меблированные комнаты – это гостиница. Да. Вот, меблированные комнаты Страсбург. Вот. Ну и, собственно говоря, что касается этого общества. Это первое в России общество, организованное вот по застрахованию капиталов. Да? И прошение было подано на имя императора Николая II, он дал высочайшую резолюцию, и, собственно говоря, вот с тех пор общество и существовало. Вот здесь как раз наверху можно увидеть, да, вот Российское общество страхования. 4 этажа. Организовывать 4, изначально было 4 этажа, вот те, которые еще 2 есть, сейчас они появляются позже. На самом деле здесь несколько страховых обществ, да, вот если кто-то шел сюда со стороны Сретенского бульвара, то вы, наверное, видели тоже огромный доходный дом, вот. Он, да, но он такой очень большой тоже по размерам, и это вот другое страховое общество «Россия», да. А вот страховое общество «Жизнь» – это вот тот дом, где мы находимся. Это вот один вид. И еще я нашла вот такое изображение. Вот, еще это же здание. Страхование жизни, видите, здесь написано наверху. Да, то есть изначально наверху была вот такая вот еще угловая башенка, да. А это какой вот год? Это 1904-1905 года строительства вот этого здания. Какие-то маски рабочих? Маски рабочих нет, потому что еще как бы не наступило революционное время. Вот. Ну и известно, о чем я хотела сказать, по поводу Маяковского уже заметили, да. Ну и вот, да, и, собственно, Данила об этом уже говорил. Это по поводу того, что вот здесь... Я извиняюсь, Валентина. Да. Вот видите, арка, это наша арка, да, вон там внизу? Где внизу? Вон внизу. Ну, скорее всего, да, вот где-то здесь Сретенский переулок, а вот это получается, ну, возможно, я так думаю, угол, да, угол Милютинского. Сретенский и Милютинский. А вот угол. арка как раз, где мы заходим. Да? Ну, скорее всего, да, это вот эта арка, да, с внутренним дворцом-колодцем, да, такой, двором-колодцем.
Вот, да, скорее всего, вот эта вот башня, где написано «Страхование жизни», она как раз была на углу, да, Милютинского и Сретенского переулков. И после революции 17 года, собственно, с 1919 года здесь находятся как раз вот эти окна роста, да. Сейчас я тоже несколько слов про это скажу. Вот, да. Кстати говоря, знаете, что я еще хотела показать архитектора, который построил здание? Вот он. Да, архитектор Вильгельм Шауп. Он немец был. Вильгельм Шауп. Да. Он родился в Питере, в Санкт-Петербурге, извините. Вот, тоже в семье академика архитектуры, закончил Императорскую академию художеств. И, собственно, когда в 1898 году вот это вот общество застрахования капиталов и доходов приобрело здесь участок земли под строительство, он начал работу. И вот изначально это здание именно вот этим архитектором Шаубом было запланировано вот на 4 этажа. Да. Ну а теперь про, собственно, сначала окна роста, а потом уже про тайное общество. Это нам 2 сюжета осталось с вами еще. Так, сейчас, секундочку, это уже, сейчас, секундочку, надо мне назад пролистать. Что там у нас происходит? Я в технике просто не всегда... Вам надо было виски выпить чуть-чуть, и все было бы нормально. Нет, спасибо, я тут как-то... Лёш, может быть, ты мне как-то поспособствуете? Не-не-не, я просто вышла из... Сейчас, секундочку, я снова... Да, с презентации. Мне просто нужно вернуться к Маяковскому. Сейчас, секундочку. Я все поняла. Вот, смотрите. Да. Маяковский, окна роста, значит, 1919-1921 год, да, это телеграфное агентство существовало, которое создавались, собственно говоря, плакаты, да, и вот в этом здании на нескольких этажах находились разные отделы, да, вот здесь, вот в этом здании, да, на 4-м этаже как раз находился художественный отдел, где эти плакаты и рисовались. Ну вот видите, здесь Маяковский, это уже 20 лет работы, да, но основные черты какие? Сатирические плакаты в острой и доступной манере должны были, собственно говоря, реагировать на злободневные события, да. Вот. Снабжались плакаты, как правило, очень такими краткими, лаконичными текстами, стихотворениями, да, вот, и, собственно, вот Маяковский как раз и рисовал, и сочинял вот эти стихотворения. Из художников работало много известных людей в окнах роста, как, например, Малевич, вот, да, Аристарх Лентулов, Машков, там, да, то есть они... Дядя Малевич, что ли, или сам Малевич? Сам Малевич, Казимир, да. Вот, и, ну, эстетика такая, вы видите, у них очень простая, да, это вот буквально какие-то такие лубочные картинки, которые должны были в доступной форме, собственно, объяснять те события, которые происходили, да. И в этот момент, что происходит еще интересного, да, вот эти витрины, которые были, ну, до 17 года, они красиво оформленные витрины были московских магазинов, да, которые показывали различные товары, да, вот это все исчезает. И вот эти плакаты, они вставляются в витрины магазинов по всему городу, да. Да, ну для того, чтобы, как бы, собственно, рассказывать вот о том, что происходит в стране. Вот и тут есть несколько еще картинок. Вот, например. Да. Есть картина, известная, знаете, не пей, там рюмку так. Это не окна роста, это военный период уже, это 40-е годы. Важно, это не для нас. Да, вот, ну вот, например, вот работать надо, винтовка рядом, да, то есть простой какой-то слоган и такая же, собственно, да, простая картинка. Или, например, Пила. Да, или, например, вот такая картинка. Вот. Ну, Вот так... это прекрасно.
Вот, кстати, Да. очень актуально на сегодняшний день. Украинцев и русских клич один. Да. Да не будет Путин над вами, Пан над господин. Ну, в общем, Там да. идет прямой эфир, да. Простите, Сюда я надо Зеленский да не пришел, будет, да не будет, пан, простите, я оговорился. Можно бить барышню. Оговорился, да. Соболенко. А вот с усами-то Зеленский, по-моему, наверное. Ну вот, собственно, как говорил сам Маяковский о окнах роста и том, что там происходило. Это протокольная запись крупнейшего трехлетия революционной борьбы, переданная пятнами красок и звоном лозунгов. Да, вот такие. Да. Это телеграфные вести, моментально переданные в плакат. Это декреты, сейчас же распубликованные на частушке. Это новая форма, выведенная непосредственно жизнью. Это те плакаты, которые перед боем смотрели красноармейцы, идущие в атаку. Не с молитвой, а с распевом частушек. Вот. Ну вот, собственно говоря, да. Вот А такое. там еще есть картинки? Ниже? Ну, про окна Поднимите роста чуть-чуть все такие. Чуть-чуть вот наверх чуть-чуть поднимите. Вот эту, Да, да, наверх выше ее поднимите. эту картинку еще раз. Нет, да, пусть, ну, кадры выше сделайте, кадры выше. Десятый слайд просят. Следующий, 10-й слайд, 10-й, да. 10-й это наш дом, о котором я сейчас рассказывала, да. Ура. Ты все пропустила. Да. Вы просто великолепны. Столько мы узнали. Да, ну нет, вот остались еще розенкрейцеры. Давайте, мы же ждем же. Ради них и пришли. Ну, собственно, вот, да. Да. Сначала давайте тогда вот эту картину посмотрим. Да. Вот так можно? Сделать, чтобы вот было вот так вот. Я говорю, что... Где это? Сейчас, подожди, не вот так. О, я прошу прощения. Сэр. Вот, ну, с розенкрейцером я сразу хочу сказать, что я не специалист по розенкрейцерам, только немного вот могу рассказать из того, что было прочитано в связи с этим домом, да, потому что второй сюжет, чем дом знаменит, это, собственно говоря, тайное общество, вот, которое называлось Эмеш Редививус, да, Эмеш Редививус она называлась, вот, и оно располагалось в подвале этого дома, вот. Ну, не знаю. Окей, пусть в этом прямо. Не знаю, в этом ли или тут подвалов много, потому что дом большой. Скорее всего, в этом, да. Больше в этом, да. Вот, ну, собственно, что? Тайна розенкрейцеры, да? Общество Розы и Креста. Собственно, основной символ это вот такой, да? Когда на кресте распускается роза. Вот. Есть еще другой вариант, когда наоборот в розу как бы большая роза, в нее встроен крест, да, по-разному, как бы разные варианты. Ну, тоже розенкрейцеры, да? Это все розенкрейцеры, да, но тут просто с ними не так просто, потому что в какой-то момент они соединялись с масонами, когда-то они были с ними вместе, когда-то отдельно. В общем, тут развлечения очень тонкие, я, например, вот сразу до конца, да, вот. Нет, сначала вообще откуда они появились, хочу сказать, по порядку. Ну вот, значит, был такой человек, которого звали Христиан Розенкрейц. Может быть, он был, а может быть и не был на самом деле. Вот, такая полулегендарная личность. Жил он в конце XIV века в Германии. Вот, и описывают одно событие, но это уже описывают в книгах 17 века, да, то есть был он там и вообще откуда это все взялось, сложно сказать. Тем не менее, он собрался в паломничество в Иерусалим. И не доехав до Иерусалима, он остановился в Дамаске, где жил долгое время у неких мудрецов, которые его учили разным тайным знаниям. Вот. В том числе там было много всего, всякие мистические оккультные практики, изучалась каббала, в том числе секрет долголетия они там как-то открывали, да, и вообще, то есть смысл в чем, что соединяется традиционное христианское учение с какими-то различными мистическими практиками, да, вот. То есть вот как бы так изначально это начиналось. Ну, собственно, так и было, да. То есть с одной стороны есть отсыл к Христу и к
текстам христианским, правда, не всегда традиционным, а иногда каким-то, которые не входят в канонические, да, тексты. А с другой стороны... Да. А с другой стороны, есть стремление, например, владеть силами природы, там, передать мысли на расстоянии, да, то есть вот такие вещи. Вот. И вообще изменить этот мир, по большому счету, да, какая была задача изменить этот мир, вот, общество, и за образец они брали общество Атлантиды, да, погибшей вот этой древней цивилизации, когда люди обладали не просто там великолепным физическим здоровьем, но и какими-то еще тайными знаниями, мистическими способностями разными, да. Вот, ну и, соответственно, еще один символ, который тоже для них характерен. Да, это тоже их символ, специальный даже орден был создан. Это еще орден, который вот, ну, можно было подвеской. Они вот придерживаются, да? Да, да. Ну, на самом деле, по поводу масонов, да, вот, то есть в XIV веке к чему? Жил этот или не жил, но тем не менее была создана эта легенда, да, христиане-розенкрейцы, вот, но, собственно, развитие все эти идеи получают только в начале XVII века, когда создаются тексты, они себя уже позиционируют как некое братство, да, с определенным ритуалом инициации, да, вот, вот, и, соответственно, вот уже в Европе это Германия, Голландия, Франция, Англия активно начинают это жить, распространяться с века 17-го. А в Россию это все приходит в веке 18-м. Вот, да, появляется в веке 18. И несмотря на то, что, в принципе, Екатерина II, она в какой-то момент начала очень активно бороться с различными масонскими ложами, да, здесь, опять говорю, по поводу развлечения масонов и розенкрейцеров, в общем, непросто, потому что, в принципе, в какой-то момент это, ну, можно сказать, что это синонимы, да. Розенкрейцеры тоже принимают всю эту символику масонскую, говоря о том, что, ну, Бог – это великий архитектор Вселенной, да, и вот эти символы мастерок, циркуль, да, которые активно у масонов используются, у розенкрейцеров тоже, да. Вот, ну и, соответственно, еще один символ – это пеликан, да, который кормит своих детей собственной кровью, да. Символ самопожертвования, да, такой вот. И символ передачи знания от учителя к ученику, то есть учитель жертвует собой, отдавая все, что у него есть, да, для того, чтобы обучить учеников. Вот. Ну и теперь по поводу... Вернемся сюда. Да, вернемся сюда. Есть фотография общества, сейчас, секундочку. Так, как она возвращается назад? Прощайте. Нет. Все, выключай. Туда, И заново включай. Не, вот, я поняла. Значит, вот, смотрите, это российские розенкрейцеры, да. Но это уже... Кто это, извиняюсь? Это члены Что она общества. рассказывала теперь? Нет, я... Крейцеры кто они? Члены этого. Члены розенкрейцеров. Роза и крест. Роза и крест, да. Вот. Потом. Ну и, собственно говоря, да, вот этот вот Зубакин, он был очень известным человеком, он тут по центру находится, да, он как раз основал одно из первых обществ, да, вот, это уже начало 20 века, Люкс Астралис оно называлось, сам он был расстрелян в 1938 году, ну, собственно говоря, они практически все так... Да, закончили, да, потому что вот по поводу этого подвала здесь был не Зубакин, а здесь были чеховские, вот. С этого момента да. внимательнее, пожалуйста, с этого момента 1900 внимательнее. Да, расстрелян был в 1938 году. В этом подвале, так. Да, теперь по поводу вот этого ордена, который был в этом подвале, да, Эмеш Радививус, ну, просто в начале 20 века, как реакция на революционные события, появляется большое количество вот этих тайных обществ, да. Ну, потому что люди логически не могли принять или переварить эти события, да, и...
И они уходят, в общем, вот эти оккультные практики. Вот. И по поводу, значит, вот этого общества Эмиш Радивилус, да, который возглавлял Евгений Тегер, вот он тут на изображении есть, вот, организатор вот этого общества он был. Да. Эмиш Радивилус, да, так оно называлось. Вот, была организована, собственно, подпольная лаборатория, да, вот в подвале этого дома. Здесь, да? Да. Алхимическая подпольная лаборатория, где ставились различные магические опыты, да, от научных экспериментов по гипнозу и телепатии до наведения порчи и так далее, да, то есть самые разные практики. Подвал совершенно необыкновенный, да. На самом деле даже вот такие данные я встречала, что устраивали они такие заочные соревнования с официальной властью, кто быстрее осчастливит человечество, да. Марксисты или розенкрейцеры. Вот, собственно говоря, такая тема тоже была. Вот. Но Чеховского здесь в июле месяце в 28 году арестовывают сотрудники ОГПУ, которые тут вот в соседнем здании, как вы помните, недалеко проживали. Да. Вот. На самом деле они идут к его отцу, но неожиданно находят вот эти книги, запрещенную оккультную литературу, да, и различное оборудование. Вот. Ну и, соответственно, понимают, что это тайное общество. Вот. И ссылают его куда? На Соловки сначала. В 1929 году, да, Чеховской Вадим был сослан на Соловки, где пытался сначала поднять восстание, затем предложил перемирие вот, советской власти, но в итоге все-таки тоже был расстрелян. Вот. Так что, да. Ну и вот как раз что касается их программ, да, вот этого общества, то в этом доме, в подвале лаборатории, ну, я уже говорила, помимо телепатии, также пытались овладеть силами природы, найти механизмы изменения человеческой психики. То есть, на самом деле, розенкрейцеры, они же были тоже очень разные по направленности. Кто-то из них вот, больше как бы признавал идеи христианства, и там было немного оккультных практик, а кто-то занимался ритуалами, кто-то только вот этими оккультными практиками, да, то есть такое еще разделение было внутри вот этой среды. Вот. Ну и, соответственно, программа была какая? Строительство магического храма и некого города посвященных. На самом деле об этом говорил еще вот этот Христиан Розенкрейцер, основатель, потому что когда он умирает, через 120 лет находят его могилу, и у этой могилы начинают происходить какие-то чудеса, они находят массу книг, которые передают некие тайные знания. И вот в последующие все века, да, и масоны, и розенкрейцеры как раз говорят про то, что они вот эти книги знают, тайными знаниями владеют, и для того, чтобы вступить в общество, ну так скажем, в узкий круг членов общества, да, нужно было там серьезные ритуалы посвящения проходить и так далее. Вот. Ну, там у разных обществ они самые разные. Вот. Можем провести, да. Вот, так что вот такие вот, да, моменты, связанные с этим подвалом, да, телепатия, владение силами природы. Вот. Ну, собственно говоря, теперь вот... Вот, теперь на этом месте у нас что, дом Ферганы находится. Со своими ритуалами. Со своими ритуалами. Добавить маленький рассказ, очень маленький. Давай, да. Когда эти офицеры ФСБ, то есть НКВД. ГПУ, они пришли на 5-й этаж в этом доме, они постучались в дверь, говорят, а где Чеховской? Он говорит, это я, это был его сын. Он говорит, ну ты же сын, он говорит, ну да, я сын, а папа где? Он говорит, папа в лаборатории. Они говорят, а ты можешь показать? Ну да, конечно. И открыли дверь, и они увидели все. Они увидели здесь облучатель мозга вождя. Понимаешь, тут аппаратура была, облучала мозг вождя. Они хотели изменить мозг вождя. Понимаешь? Они сказали, оба, приехали.
Чеховской. Не На успел. самом Ну, они сегодня Да. не говорили, да? А? О Чеховском вы не говорили сегодня. Ну вот о Чеховском вот сейчас. Сейчас Ну вот в связи с этим обществом, которое Евгений Тегер основал, да, вот. Бакина знаю и немца. один из них был Чеховской. В Да, этом подвале. просто изображение Чеховского, как ни Нет. старалась я найти, я не нашла. Да, ни отца, ни В сына. наших мыслях. Я хотел в глаза ему посмотреть. Ну, в глаза можно посмотреть только вот на Зубакина, да. Единственная фотография, которая ходит о российских розенкрейцерах, это только вот эта вот, она везде, да, поэтому... А сейчас что-то осталось от них? Вот, кстати говоря, на самом деле, да, вот тайное общество, но сейчас эпоха интернета. Я лично вчера заходила на сайт розенкрейцеров, вот, современных, ну как Где они бы. находятся? В смысле где? В 30 странах мира они находятся, да. А в Сталинском переулке нет там? Значит, И у них, между прочим, есть сообщество ВКонтакте, в Фейсбуке и так далее, то есть странички, где они рассказывают как раз вот о христиане розенкрейце, об их истории. Там. Присоединиться, да? Ну, можете поискать, я такой целью не задавалась. Ну, в общем, да. Вот, ну, собственно, на этом наша экскурсия и лекция заканчиваются. Благодарю вас за внимание. Лили Брик останется возлюбленным Маяковского. Спасибо вам. Да. Где находится могила, где вы говорите? Могила чья?